Друзья, всем привет! Сегодня у нас открытие сезона. В этом видео начнем летать на самолетах. Надо обратно получить навык, который наверняка был утерян, закрепить его. И тогда уже мы сможем взять наши супер самолеты и протестировать их по полной. А именно Коршун. Все вы его помните, все вы его ждете. И мини-Коршун. На мини-Коршуне я буду тренироваться перед Коршуном. На вот этих самолетах я буду тренироваться просто, чтобы вкататься, чтобы влетаться и чтобы было безаварийное пилотирование серьезных агрегатов. Начну вот с самого простого, такого вот маленького самолетика. Даже если я их все перебью в итоге, все равно это дело пойдет в плюс. Потому что, надо нарабатывать навык. Я даже на симуляторе не тренировался в этом году. В общем, сегодня день такой, что пробуем летать на разных вот этих вот маленьких самолетиках. Два фанджетика, нереактивных, один с импеллером. Вот такое дупло у него. Второй с винтиком, этот более дерзкий, этот чуть менее. В следующем видеоролике я планирую поставить FPV и пробовать по FPV летать на них. Потому что на мини-Коршуне будет установлено FPV, чтобы можно было разгонять его по максимуму. А мини-Коршун у нас будет с турбореактивным движком. Ладно, что ж, от слов к делу. Ставлю батарейку и погнали пробовать. Правда, сегодня ветерок. Смотрите, какая здесь пшеничка. Фантастическая просто. Тут же есть у него гироскопы. Где-то здесь. Должны быть. Что-то не реагирует ничего. Само что-то со временем подпиталось, вот начала работать стабилизация. Вот видно, да, раз, реагирует. Так, реагирует хоть правильно? Правильно. Вот это когда ветер, самое оно. Тебе смешно, а я в шоке. В шоке? Да, вообще. Мне не смешно, я радуюсь, что первый полет в этом году. Я реально, у меня все трусится, все трясется. Все поджилки? Да. Вроде как могу что-то. С автопилотом-то. Он вообще зависает в воздухе. Ветер потому что присутствует. Поджилки, говоришь? Вообще, страшно? Вообще. Ну помнишь что-то? Что-то, да, вон, смотри, летит. Как в замедленной съемке. Ага. Вот так. Навык-то остался, а? Сейчас попробуем пилотаж. Отключил всю стабилизацию. Взлетаем. Да, конечно, значительно труднее держать его. Круто. Уже гусарствуешь, батенька. Уже да. Ах, руки помнят. А ты лицо мое снимаешь? Лицо вообще. Красиво. Все, сохраняюсь, Ой. да? Ой. Делай. Оп. Казачок. Испытали все виды стабилизации и без стабилизации. Вроде как для первого полета довольно-таки неплохо. Хватило одной батареечки, чтобы полностью весь адреналин испытать. Особенно, когда он кверх ногами перевернулся. Мозг забыл, что надо делать. Но руки сделали. Руки выровняли его. Ручку от себя дал, чтобы он не вниз полетел морковкой, а вверх, как и положено. Все успешно, надо тренироваться. А для чего, друзья, как вы думаете? Тут очень просто все. У меня есть один очень классный проект,
Классная задумка, и мы этим летом будем делать по-любому. Но перед этим я должен все-таки закончить свои старые проекты. Это турбореактивный коршун. Надо все-таки побить рекорд скорости, ну или прийти к какому-то логическому завершению проекта. Даже если мы его рубанем, чтобы это было не просто так, а после тщательных тренировок было сделано. Как бы смешно это ни звучало. Но он просто очень дерзкий. И мини-коршун, который я на лайв-канале показывал, он тоже будет очень дерзкий. То есть вот сейчас мы фактически тренируемся, чтобы начать летать на мини-коршуне. А на мини-коршуне мы будем тренироваться, чтобы успешно запустить большой, мощный турбореактивный самолет скоростной. Вот как-то так. Я вам просто не могу начать новый проект, не закончивший старый, ибо вы меня не поймете. Так, ну что, давай следующий какой-нибудь стартовать теперь. Следующий аппарат по плану это вот этот. Будем рвать небо сейчас фанжетом. Самая максимальная версия у меня здесь стоит на 6S. У меня была версия, где движок до 70 тысяч оборотов раскручивался вот с таким винтиком. Жужжало оно, конечно, я даже не знаю, с чем сравнить. Но тянуло не так жестко, как вот с этим винтом и с этим движком. Здесь движок 1000 до 50, может до 45 тысяч раскручивается. Ну, в общем, сейчас сразу все увидите. Опять же, начинаю сразу мандражировать. Техника более дерзкая, более скоростная и очень веселая. Наматываем. Это укрепляет носик. Плюс аэродинамика. О. Сколько Ну процентов добавляет изолента аэродинамики? Процента 3, наверное, точно. Дядя, я буду очень стараться, чтобы хорошо полетел. Давай, и я буду стараться. Очень стрёмно, блин. Так. Это немножко другого уровня техника. Фух, вот это адреналин брызнул. А за этим не угонишься даже снимать. Но этот уже похоже, что быстро летит, да? Да. Опять же, я что-то уже не понял, куда он летит, но сейчас пойму. Все, надо сажать, дядя, ибо адреналин брызнул так, что я уже не знаю, что делать. В коленные чашечки попал брызнул даже. жестоко адреналин, я тебе сразу говорю. Вот посажу, где сядет, там и сядет в травку. Ну, первый полет удачный. Ну, ты разницу сам-то почувствовал? Конечно. А ради чего мы тренируем это, еще в 2 раза будет быстрее, как минимум. И оно так просто не останавливается. Там реактивная тяга, там все замедлено. Надо плавно газ давать, да он и сам плавно. Перед смертью не надышишься. Надо начинать готовиться и летать. Так, ух ты. Надо настроить баланс. Надо дальше прям. Примерно так. Можно еще чуть дальше, так оно легче взлетает. Когда задняя центровочка, у него меньше шансов упасть на взлете. А такие аппараты взлетаются с руки, и на взлете очень часто бывает краш. Ну и изоленточкой обязательно я прихватываю кабину, чтобы не улетело. Этот самолетик сильно легче. По идее, запуск проще должен быть. Страшно чисто из-за того, что давно не запускал его. Такой новенький, хорошенький. Все, погнали? Погнали.
самый устойчивый самолет, потому что новенький и летит хорошо. Ой, самый приятный в управлении. Сейчас газану. А? Не успеваешь? Я ж не знаю, куда ты повернешь. Ну, красивые кадры. Это какая-то роскошь сейчас была. Самый лучший самолет. Зря я его так боялся. Летает вот так вот. Когда даешь нагрузку, перегрузки, у него крылышко вот так вот гнется адски. То есть он реально такой нежный весь. И оно прям видно, как сгинается. Ну не ломается. Надо будет фанжета запустить для проверки, да? Может ветер стих просто. Да? Его колбасило, но он кривой весь, он очень старый этот фанжет. Я прошлым летом, все лето на нем летал, тренировался. А у этого как-то и по крену он не такой резкий, как тот. Как-то все сильно лучше у этого самолета. Это теперь мой любимый самолет. Правда, он не так быстро летает. Ну что ж, друзья, мы еще проверим с вами, какие скоростя все три самолета развивают в следующей серии. Проверим, могу ли я летать на очках. У меня на этом все. Кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.